А что, поесть нечего? Костя недовольно хлопнул дверцы холодильника, уставился злыми глазами на Лику. Ты чем занималась весь день? Спала? Правильно мама моя говорит, что ты лодырь несусветняя, родила ребенка и думаешь, королевой стала? Ты одна, что ли, рожала только? У вас такое предназначение — рожать и есть готовить, уют мужику обеспечивать, а ты с этим справиться не можешь. Что ты за клуша такая, вот скажи мне. Ян плакал всю ночь, ты разве не слышал? И весь день с рук не слазит. Даже ребенка не могла нормального родить. Что он у тебя орет вечно, как резаный? Есть давай, говорю, чего вылупилась? Лика, едва сдерживая слезы, попросила Костю побыть с сыном, пока она пожарит картошку. «Что? Опять картошка? Издеваешься, что ли?» Держа ребенка на вытянутых перед собой руках, заорал Костя. «Ты издеваешься? Да? Издеваешься?» Он сунул ей в руки закатившегося криком ребенка и, схватив куртку, выскочил из квартиры, громко хлопнув дверью. Через полчаса позвонила свекровь. «Ты что, Лика? Как так можно? Ты почему не приготовила ужин мужу? Запомни, в первую очередь ты должна накормить супруга. Пища и постель — вот две составляющие, в которых ты никогда не должна ущемлять супруга. Запомни, на этом строится брак». Начала монотонно поучать ее свекровь. Ребенок плакал ночь напролет, у него режутся зубы, днем тоже ревел. Батюшки, ребенок у нее плакал, а ты одна такая королева, а то мы не рожали. У нас не было машинок, памперсов и мультиварок. Лика положила телефон на стол, взяла на руки притихшего, будто понявшего все ребенка, и, уткнувшись в мягенький, пахнущий молочком бочок сынишки, Лика разрыдалась. Словно почувствовав что-то неладное, вечером позвонила мама. «Лика, ты что, плачешь?» «Нет, мамочка, просто у Яника режутся зубки». «А, понимаю. Бедный малыш. И бедная ты. Костя помогает тебе?» «Конечно, мамочка». Лика силилась не заплакать, услышав родной голос. «У нас все хорошо. Вы как там?» Мама быстро рассказала новости и опять начала пытать Лику. «Дочка, может мне взять отпуск и приехать?» «Ну что ты, мамочка, у меня все хорошо». Потом трубку взял папа. Он тоже долго выспрашивал у Лики, все ли у нее хорошо. Поговорив с родными, Лика залилась горькими слезами. Ян наконец-то успокоился. Лика тихонечко положила его в кроватку, почистила пару картошин и пожарила себе на ужин. Она знала, что Костя сегодня не придет. Последнее время он находил мельчайший повод, чтобы уйти на всю ночь. На второй день Костя пришел опять хмурый. «Ты издеваешься?» Оттолкнул он от себя тарелку с макаронами. «Ты специально? Да?» «Я не понимаю». «Я не понимаю», — передразнил он ее писклявым голосом. «Что ты не понимаешь? Тебе что, мама моя сказала, кормить надо мужика, понимаешь? Или ты получить хочешь? Курица, млин». Лика не узнавала Костю, того мальчика, с которым она знакома уже 5 лет. 2 года назад они поженились. Все было хорошо. До тех пор, пока они не переехали в соседний город, где живут родители Кости. Когда родился Ян, вообще не стало житья. Свекрови не понравилось имя, которым назвали мальчика, хотя обговаривали с Костей, и он был за. Яном звали любимого дедушку Лики. Костя знал об этом и сам предложил так назвать сына, потому что Лика часто рассказывала про дедушку. Свекровь долго ругалась и называет внука теперь не иначе, как Яшка. Имя неплохое, плохо то, с какой интонацией и пренебрежением говорит свекровь о ребенке. Ваш Яшка или твой Яшка, если имеется в виду Лика. Что опять не так?
спрашивает измученная молодая женщина. А то, ты не понимаешь, я что, должен есть пустые макароны? Я же ела. Что? Что ты сказала? Зловещим шепотом прошипел Костя. Ты о чем вообще? Ты вообще можешь не есть, но я эту бурду есть не намерен. Не из чего готовить, спокойно говорит Лика. Она больше не плачет, у нее нет сил. Сходи, купи, ноги-то ходят. Нет денег, ты не давал уже 2 месяца на продукты. Ишь ты, чего захотела, денег тебе. А это видела? Он сунул ей под нос кукиш. Поди заработай, тунеядка. Ты дома ничего не делаешь, а я тебя кормить должен. Обойдешься. Нашла дурака. Я лучше маме отдам. Все равно питаюсь у нее. Костя. Лика была спокойна. Мы с тобой оба умные люди. Современные, не из пещерного века. Мы не женились по залету. У нас не случайно родился ребенок. Мы все планировали. Было все нормально. Мы обговаривали все траты, что я не смогу работать, что тебе придется обеспечивать меня и ребенка. Что случилось? Ты 2 месяца не даешь денег на продукты, не приносишь из магазина ничего, даже хлеб. И это началось, когда мы переехали сюда. Костя, есть еще время опомниться, начать жить нормальной жизнью. Я все прощу и забуду. Бывает, ты устал. Я тоже устала. Да пошла ты. Прощать она меня собралась. Ты кто такая? Денег тебе не даю. Да ты детские получаешь на своего ребенка. Подними задницу и сходи в магазин. Как-то другие это делают. Простит она. Совсем обнаглела, свинья жирная. Видеть тебя не могу. В это время в дверь позвонили. Иди, хоть дверь открой. Мама моя, наверное, пришла помочь тебе, засранке, углы отмыть. Грязью заросла. Что ты его таскаешь по рукам? Положи в кровать и делай что-нибудь. В дверь настойчиво звонили. «Ну ты, корова!» – зло крикнул Костя и пошел к двери. Раздались какие-то голоса. Лика прижала ребенка к себе и испуганно смотрела на дверь. «Мама? Папа?» В дверях стояли родители. «Быстро собирайся», — хмуро сказал отец. «Люда, помоги ей». «Не имеете права», — попытался встрять Костя. «Придушу, гаденыша», — просипел папа. «Уйди лучше с глаз моих. Не дай бог появишься возле нее на пушечный выстрел. Уйди». Папа весь побагровел. «Папа», — тихо сказала Лика. «Леня, успокойся», — сказала Людмила Вячеславовна и положила руку на плечо супруга. «Быстро, я сказал, дай сюда ребенка, а то я этого мокрицу сейчас размажу по стене». Лика принесла Яна. «Ян, сейчас маленький, поедем домой», — сказал добрый дедушка и прошел на кухню. «Люда, ты посмотри на нее, он ее не кормит, видимо, и в холодильнике пусто. Беги, щенок, иначе я тебя и твою мамашу. Ах вы гады!» «Мама, папа, откуда вы взялись?» Уже сидя в машине, спрашивает Лика. «Приехали. Откуда еще-то? По видео не звонишь. Вечно какая-то сонная. Позвонили Косте. Да сватья трубку взяла. Я ей так, мол, и так, что-то Лика не звонит по видео. А та и выдала мне такое. Лодырь ваша доченька, спит да жрет, говорит. Сыночка моего заездила. Я его кормлю хоть, а она, бессовестная, в магазин не может сходить. Воспитали дочечку. Ну, я слушать не стал. Еле успела остановить его, чуть ли не на ходу в машину прыгнула, говорит мама. Костя позвонил, конечно, чтобы сообщить о разводе. Ян был маленький, поэтому развод получился долгий, но все же развели. «Благодари своего папашу неадекватного», — сказал Костя. «Теперь твой ребенок будет наполовину сиротой». «А твой?» — спросила Лика. Костя ничего не ответил, просто дернул плечом и ушел, не повернувшись. Папа сказал Лике,
чтобы она не подавала на алименты. Но она уже пришла в себя. «Папа, ты что? Пусть платит. Не одна же я ребенка сделала, ни на арка не тащила. Нет уж, пусть платит». «Ну смотри, дочка, охота тебе с этими связываться». Костя хотел отчета, хотел знать, куда тратятся его деньги. Они добивались с мамой через суд встреч с ребенком, хотя никто не запрещал, но добившись, один раз приехали и больше не стали даже говорить об этом. Он подал на уменьшение алиментов, потому что у него родился еще ребенок. Вторая жена не прожила и полугода после родов. Ушла, отсудила половину квартиры, запретила приближаться к ребенку на пушечный выстрел, пригрозила, если вздумают судиться, то не поздоровится. Она познакомилась с Ликой. Все-таки их с Ликой дети-братья. Решили, что детки должны знать друг про друга. Третья его жена звонила им обеим и угрожала, что если не перестанут тянуть деньги с ее мужа, то она... «Успокойся», — сказали они ей, — «никто не тянет с него деньги. Ты просто потряси свою свекровь и не торопись беременеть и рожать от него». «Вы плохие!» — кричала третья жена. «Со мной он совсем другой». Через год она просила прощения и разрешения общаться, ведь у мальчишек появилась сестренка. «Это никогда не закончится», — смеется Лика. «Скоро мы организуем клуб бывших жен Кости». КБК, смеются девчонки. Они встречаются раз в месяц, сидят, болтают обо всем и благодарят бывшего мужа за подруг. Они идут по улице, красивые, веселые, счастливые. Впереди Ян на велосипеде, Стасик на беговеле и Машенька, пускающая пузыри в коляске. Навстречу Костя. У него новая любовь. Вот так встреча. «Здравствуй, Костя», — говорят бывшие жены и смотрят оценивающие на новенькую. «Идем, идем», — торопит ее красный от злости Костя. «Девушка», — окликает Лика, — «возьмите визитку. Там номер моего телефона. Я первая жена Кости. Если что, обращайтесь, мы вас просветим». «О чем?» – удивленно спрашивает, повернувшись девушка, увлекаемая своим любимым. «О том, как выжить с семейкой, в которую вы стремитесь попасть, а ваш будущий ребенок должен познакомиться с братиками и сестричкой». Она позвонила через месяц. «Девчонки, я хоть и не стала женой, и ребенка у меня нет, но можно к вам?» «Конечно, ты тоже бывшая». «Ага, я ему сказала, что не может 3 раза подряд не повезти. Что-то тут не так, а он как давай орать». У девчонок все наладилось в жизни, дружить до сих пор не перестали. КБК существует. Они уже и забыли, по какому случаю сдружились. Дети знают, что они родные и крепко дружат. А у Кости тоже наладилось. Он наконец-то женился на той, которая показала, где чье место. Бывшая свекровь сразу вспомнила про внуков, полюбила их большой и пламенной любовью, вместе со снохами. Особенно большая порция любви пришлась на Лику. Еле отбилась Лика от любви такой. Но общается, что сделаешь? Выслушивает, какая полька, это 4-я жена Кости, змея и гадина, отбила ребенка от матери родной и пускает в дом только по праздникам. 2 детей ему на шею повесила. Благо бы своих, а то чужих. А он дурак. Кладет трубку на стол Лика и занимается своими делами. «Мам, что, опять с бабулей беседуешь?» спрашивает подросший Ян. «Ну да», вздыхает Лика, иногда приставляющая телефон к уху, чтобы сказать «угу». В комнату зашел Геннадий. «Так, а кто это тут еще не собрался?» «Пап, мы сейчас. Я Анютке помогу собраться, а то она все игрушки хочет с собой взять. Как будто не на 2 недели едем, а навсегда». Смеется мальчик. Лика, улыбаясь, смотрит на любимого мужа, сына и дочку. Они едут в отпуск. Девчонки со своими мужьями и детьми уже ждут их на море. Впереди 2 недели отдыха и веселья.
А то, что было раньше, не так важно. Главное, что сейчас. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.